Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень простой летний пирог с ягодами. Ягоды для этого пирога подойдут любые, а сам пирог собирается и готовится достаточно быстро и просто. Все ингредиенты для этого пирога вы всегда сможете найти в описании, а также вы сейчас их видите на экране. Тесто для этого пирога готовится очень быстро. Нам понадобится 220 грамм муки, сюда же в муку я добавляю 70 грамм сахара. Также по рецепту идет пол чайной ложки соли, но я ее добавлять не буду, потому что у меня соленое масло. Натираем наше холодное масло, здесь у меня 113 грамм, натираю я в ту же самую смесь с мукой и сахаром. Добавляю одно яйцо и 1 столовую ложку для начала воды. Еще, возможно, нам понадобится еще 1 столовая ложка, но мы сначала замесим тесто и посмотрим, нужно ли ее добавить. Все ингредиенты для этого теста, а это получается песочное тесто, обязательно должны быть холодными. Да, я посмотрела, смесь немного суховата, добавляю еще 1 столовую ложку холодной воды. Быстрыми движениями смешиваем все ингредиенты и формируем вот такое мягкое тесто. Заворачиваю тесто в пленку, чтобы оно не заветрилось, и отправляю его в холодильник полежать на 30 минут. А пока тесто охлаждается в холодильнике, мы займемся заливкой для начинки. Для этого нам понадобится 200 мл холодных сливок. Жирность может быть любая, у меня 33%, но может быть и меньше. Сюда же я добавляю 60 грамм сахара и немного сухой ванили, она у меня в порошке. Если есть экстракт, можно добавить экстракт. Сюда же добавляем 2 яйца. И все это хорошенечко перемешиваем до растворения сахара. В это время я уже поставила разогреваться свою духовку на температуру 180 градусов по Цельсию или 356 градусов по Фаренгейту. И сюда же добавляем еще 2 столовые ложки с небольшой горкой муки. И снова все хорошенечко перемешиваем, так, чтобы не было комочков. В качестве начинки в пироге у меня сегодня будет черника, здесь 300 грамм. Ягоду, в принципе, можно использовать любую на ваше усмотрение. У меня ягода свежая. Также нам понадобится форма вот такая округлая. Диаметр этой формы 24 сантиметра с небольшими бортиками, и форму я слегка промазала сливочным маслом. Мое тесто уже полежало в холодильнике, отдохнуло и немножко затвердело. И раскатываем тесто в круг. Нужно обильно присыпать мукой стол и поверхность самого теста, а также скалку, потому что тесто немного прилипает. Диаметр круга будет зависеть от того, какая у вас форма. Я делаю примерно на 4 см больше, чем диаметр самой формы, так, чтобы еще хватило теста на бортике. Если есть необходимость, кондитерским шпателем можно подровнять края со всех сторон, чтобы форма была более круглая. И накидываем тесто на скалку и переносим его в форму. Укладываю тесто в форму очень плотно, прижимая к краям и к бортикам нашей формы, и срезаем лишнее тесто. Распределяем наши ягоды по всей поверхности заготовки и заливаем все подготовленной заливкой. Края теста будут немного возвышаться над самой заливкой, так и должно быть, потому что во время выпекания они слегка осядут. И отправляем пирог выпекаться, он будет выпекаться 40-45 минут при температуре, я еще раз повторю, 180 градусов по Цельсию или 356 по Фаренгейту. Мой пирог уже испекся и постоял немного и остыл. Я решила его украсить лепестками миндаля и слегка присыпать сахарной пудрой. Это опционально, но добавляет дополнительный вкус и текстуру. Перед тем, как нарезать этот пирог нужно отправить в холодильник как минимум на 2-3 часа для того, чтобы его начинка стабилизировалась и окрепла. И только потом уже можно нарезать. Как только летом появляется ягода, обязательно готовлю этот пирог несколько раз в неделю. Он очень легкий, нежный, ароматный и действительно летний. Дайте мне знать в комментариях, если вам понравился этот рецепт, и, как всегда, на все вопросы, если они у вас есть, я отвечаю в комментариях под видео.